Всем привет! Вы на канале Вкусно дома, и с вами я, Ольга Молодцова. Скоро Пасха, и, конечно же, я не могу обойти этот праздник стороной. Сегодня мы будем готовить пасхальный кулич. Лично я очень люблю этот праздник, очень люблю куличи, и у меня есть классный рецепт для вас. Итак, что нам понадобится для этого рецепта? 2 стакана молока, 600 граммов муки, 4 яйца, 200 граммов маргарина, 100 граммов сырых дрожжей, 200 граммов сахара, чайная ложка соли и 100 граммов изюма. Муки может понадобиться чуть больше или чуть меньше. В процессе я вам обязательно скажу, сколько точно у меня ушло муки. Ну и изюм тоже это дело вкуса. Можете добавить чуть больше или чуть меньше. Итак, для начала нужно согреть молоко. Молоко не должно быть прохладным или слишком горячим. Можно его проверить на ощупь. Оно должно быть просто очень теплым. Итак, растворяем сырые дрожжи в молоке. Проще всего дрожжи раскрошить руками, но можно и размять вилкой. Размешиваем их до полного растворения, и в теплом молоке это происходит очень быстро. Теперь добавляем соль и сахар. Слегка размешаем, чтобы сахар растворился. Дальше вводим маргарин, но его нужно для этого растопить. Я это делаю в микроволновой печи несколько секунд, но можно растопить и на плите. За это время дрожжи уже начали работать, появилась вот такая шапочка, все происходит очень быстро. Теперь добавляем маргарин и снова все размешиваем. А сейчас в отдельной посуде нужно слегка взбить яйца венчиком. Яичную смесь также добавляем в тесто и хорошо размешиваем. Чем мне нравится этот рецепт, тесто делается очень быстро. Не нужно заранее готовить опару, все делается в считанные минуты, и сейчас нам осталось только добавить муку. Лучше это делать постепенно. Просеиваем муку через сито и частями вводим в тесто. Как я и говорила, муки может понадобиться чуть больше. Я добавила еще 200 граммов, хотя обычно хватало 600-700 граммов. Итого у меня ушло 800 граммов муки. Самое главное добиться нужной текстуры теста. Оно не должно быть ни жидким, ни густым, свободно стекать с ложки, но при этом держать форму и не растекаться. И какой же кулич без изюма? Именно на этом этапе добавляем запаренный изюм, но я так увлеклась приготовлением теста, что совершенно забыла сделать это заранее. Сейчас я быстро варю изюм, я покажу вам, как я это делаю, а вы уже добавляйте готовый. Изюм я варю 3-5 минут, затем снимаю с огня, накрываю крышкой и даю ему настояться еще в течение 10-15 минут. Выпекать куличи можно как в металлических, так и в силиконовых формочках, но сегодня я буду использовать вот такие бумажные готовые формы, и предварительно их нужно внутри смазать растительным маслом. Изюм готов, и чтобы он быстрее остыл, я его промыла холодной водой. Теперь аккуратно вмешиваем его в тесто. Так как тесто достаточно мягкое, то сделать это совсем не сложно. И теперь сразу, не дожидаясь, пока тесто начнет подниматься в миске, раскладываем его по формочкам. Заполнять их нужно примерно на 2/3, так как оно очень хорошо поднимется. Вот так, я думаю, будет достаточно. И вот теперь наши куличики оставляем при комнатной температуре на 40 минут, чтобы они поднялись. Хотя если дрожжи хорошие, то порой достаточно и 20-30 минут. Вот такие пышные они у нас получаются. И дальше мы их запекаем в духовке на температуре 180 градусов в течение 35-40 минут до румяного цвета. Время выпекания на самом деле зависит от того, какой ширины форму вы взяли. Чем больше форма, тем дольше выпекаем. Вот такие румяные пышные куличи у нас получаются. Их нужно немного оставить остудиться, а тем временем приготовим украшение. И, конечно, это будет белковая глазурь. Для нее нужно 2 белка, 150 граммов сахарной пудры и чайная ложка лимонного сока. Для начала белки нужно взбить отдельно в густую пышную пену.
Теперь добавляем сахарную пудру за 2 или 3 раза и продолжаем взбивать до гладкости. Добавляем лимонный сок и взбиваем еще немного. Белковая глазурь должна стать гладкой и блестящей и немного стекать с венчика. Для украшения кулич можно освободить от этой бумажной упаковки и покрыть глазурью его полностью. Но я хочу ее оставить, завязать красивый яркий бантик, так тоже будет очень нарядно и празднично. В общем, дальше дело вашего вкуса и настроения. Готовые куличи можно украсить глазурью с помощью ложки, но я просто окунаю их в глазурь и покрываю таким образом всю верхушку. Ну и, конечно же, для финального украшения куличей я использую вот такие готовые яркие красочные посыпки, которые очень люблю и поэтому не жалею. И пока не застыла глазурь, сразу же украшаем куличи посыпкой. Лично я не люблю, когда куличи получаются сухими, а магазинные готовые обычно такими и бывают. Поэтому всех призываю, приготовьте к этому празднику куличи собственными руками. Этот рецепт вам в помощь, он простой, быстрый, легкий, и по нему куличи всегда получаются очень вкусными, ароматными и точно не сухими. Хочу показать вам, насколько это воздушный, нежный, пористый кулич. Он никогда не бывает сухим и всегда получается очень вкусным и ароматным. Ну а я жду ваших комментариев, надеюсь на вашу подписку. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые рецепты. Также заходите в мою группу ВКонтакте и в Инстаграм, все ссылочки в описании под этим видео. Ну а на этом у меня все. Светлой вам Пасхи. Пока!